Итак, добрый день, коллеги. Я вас приветствую на канале Веселый инженер. Забудьте на несколько минут все то, что вы знали о традиционной металлообработке резания. Сегодня мы поговорим о технологии, где нет стружки, нет пыли и искр. Мы будем использовать самый твердый минерал на Земле, чтобы заставить сталь течь как пластилин, создавая поверхности фантастической гладкости и прочности. Но как можно достичь зеркального блеска, не срезав ни единого грамма металла? Секрет кроется в упруго-пластической деформации. Представьте, мы берем алмаз с идеально гладкой рабочей поверхностью. С силой прижимаем его к вращающейся детали и ведем вдоль оси. Алмаз не режет, он буквально вдавливает микроскопические выступающие пики исходной шероховатости во впадины. Перед инструментом бежит невидимая глазу волна металла. Поверхность уплотняется и полируется в один проход. Но чтобы этот фокус удался, нам нужен инструмент идеальной формы. Мы не можем взять любой алмаз. Рабочая часть индентора должна быть строго геометрической, сферической, цилиндрической либо конической формы. Сфера самая универсальная, работает везде, но требует ювелирной установки строго по центру детали. Цилиндр прощает ошибки установки, но стоит дороже. И вроде бы выбрали мы идеальную форму, отшлифовали алмаз и готовы работать, но природа приготовила нам ловушку, в которую попадают многие новички. Алмаз – коварный камень, он анизотропен. Это значит, что его твердость и износостойкость зависят от направления кристаллической решетки. Если припаять алмаз случайным образом, он может стереться у вас уже через пару смен. Мы с вами обязаны ориентировать его так, чтобы трение, скольжение шло по твердому вектору сетки куба или ромба до декаэдра. Правильная ориентация повышает ресурс кристалла в 6, а то и более раз. И вот наш алмаз правильно заточен и спозиционирован. Как нам теперь прижать его к стали? Тут у нас два пути. Первый – зажать державку жестко, как обычный токарный резец. Это отлично калибрует деталь, но любая вибрация станка ударит прямо по хрупкому алмазу. А вибрации, уж поверьте, вы же сами прекрасно знаете, на предприятиях у нас хватает. Поэтому в 90% случаев мы используем второй путь – упругое выглаживание. Инструмент, так знаете, как говорят, плавает, прижимается к детали через пружину или гидравлическую какую-то систему. Алмаз нежно копирует макропрофиль детали, сглаживая только неровности. А как устроена эта упругая связь? Все гениально просто. Внутри корпуса державки прячется тарированная пружина. Вращая регулировочную гайку или винт, мы сжимаем ее, задавая точное усилие по шкале или определенному индикатору. Деталь может иметь небольшое биение, десятая доля миллиметра, но пружина компенсирует его, сохраняя постоянное давление на алмаз. Инструмент установлен, пружина сжата. Шпиндель начинает уже раскручиваться. Что же происходит в эпицентре этого контакта? А перед тем, как вы это увидите, позвольте вам порекомендовать свой закрытый клуб с техническими видео на Boosty. Там каждый найдет видео для себя. От чтения чертежей до разработки технологических процессов, обработки деталей. В общем, не буду долго вас задерживать. Ссылочка будет в первом закрепленном комментарии и в описании. В этой крошечной точке возникает колоссальнейшее давление. Сила прижима, которую мы задали, раскладывается на векторы. Главная, то есть нормальная сила, проникающая в металл. Под ее действием контактное напряжение превышает предел текучести стали. Металл начинает течь. Выглаживание – это контролируемое смятие. Но стоит нам чуть-чуть переборщить с давлением, и вместо зеркала мы получим разрушенную поверхность. Вы спросите наверняка, почему? Все просто, потому что трение рождает тепло. Хоть мы и не режем металл, в зоне контакта температура мгновенно подскакивает до 200-400 градусов. А если немножечко ускорить станок, то она подскакивает и выше 700 градусов.
При 850 градусах алмаз просто начинает гореть и крошиться. Нам нужно отвести тепло и снизить адгезию, то есть прилипание стали к алмазу. На помощь приходит то, без чего этот процесс просто немыслим. Да, я говорю про СОЖ или смазочную охлаждающую жидкость. И учтите, она должна быть не абы какая. Забудьте про эмульсии или керосин, они здесь просто бесполезны. Нам нужно чистое индустриальное масло. Масло в разы снижает коэффициент трения, забирает очень хорошо тепло и, что поразительно, смывает абразивную пыль, спасая кристалл от этих элементов. С маслом износ алмаза падает до 5 раз. Механика процесса теперь уже в принципе у нас идеальна. Но давайте заглянем вглубь самой детали. Что случится с ее самой кристаллической решеткой? На уровне микроструктуры произошла просто катастрофа, которая обернулась благом. Колоссальное давление раздробило крупные зерна металла в тонком поверхностном слое. Кристаллы вытянулись по направлению движения алмаза. Образовалась такая плотная, мелкозернистая текстура. Это уже не та сталь, что была секунду назад. Это деформированный, наклепанный слой, который рождает удивительный физический феномен. Поверхность детали стала тверже. Да, вы не ослышались, действительно она становится тверже. Наклеп увеличивает микротвердость поверхности слоя на 20-35%. Представьте, у вас была обычная, как говорят в производстве, сырая, то есть абсолютно не каленая сталь, а после прохода алмаза ее верхний слой толщиной в доли миллиметра приобрел свойства, слегка закаленного металла. Градиент твердости плавно спадает вглубь детали, не давая слою отслоиться от нее. Но твердость — это лишь половина защиты, вторая половина скрыта еще глубже. При пластической деформации мы не просто смяли металл, мы его сжали. В поверхностном слое образуется мощное остаточное сжимающее напряжение. Они действуют как тугой корсет, стягивающий деталь. Если на поверхности была микротрещина, пытающаяся раскрыться в какой-то неподходящий момент, эти напряжения намертво захлопнут ее. Это фундамент долговечности вашей детали. Но как именно мы вводим инструментом, чтобы добиться всего этого? Для наружных валов все выглядит как обычное точение на токарном станке. Деталь вращается, выглаживатель идет вдоль оси. Иногда мы ставим два индентера друг за другом. Первый сглаживает профиль, второй намертво упрочняет его, работая на разных усилиях. Это удваивает производительность. Но валы это просто. Что если конструктор принес чертеж с глубоким цилиндром? Внутреннее сглаживание требует особой оснастки. Мы устанавливаем упругий выглаживатель в массивную борштангу, да? Тонкость в том, что внутри трубы не видно процесса. Стружки нет, ориентироваться очень сложно. Мы полагаемся на точную настройку пружины перед вводом инструмента. Деталь крутится, штанга идет вперед, и стенки отверстия превращаются в зеркало. А если у нас вообще нет цилиндра, а только плоская поверхность, то при этом ее тоже надо как-то обработать. Тогда мы идем на фрезерный станок. Мы берем торцевую головку, убираем твердосплавные пластины и ставим вместо них несколько алмазных индентеров на пружинках. Головка вращается, опускается на плоскую плиту и идет вдоль нее. Да, оснастка достаточно такая непростая. И если вы видели такое, как это делается вообще в производстве, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что я это не видел вживую ни разу. Каждый алмаз описывает циклоиду, выглаживая плоскость до зеркального состояния, заменяя нудное плоское шлифование. А теперь представьте, что мы специально заставим инструмент еще и дрожать. Звучит как технический брак, верно? Но это гениальное решение называется вибровыглаживание. Мы намеренно сообщаем алмазу осциллирующее колебание вдоль оси детали. Инструмент рисует на зеркальной поверхности изящную синусоидальную сетку канала. Глубина сотая доли миллиметра. Зачем, спросите вы? В этих микрокарманах будет удерживаться масло. Деталь никогда не будет работать на сухую. А какие материалы позволяют нам рисовать по ним алмазом? Алмазное выглаживание
просто обожает пластичные материалы. Обычная конструкционная сталь, нержавейка, медь, бронза, алюминиевые сплавы – все они идеально текут под кристаллами. Причем для алюминия мы берем усилия всего в пару килограммов, а для стали – до 20. Поверхность уплотняется легко и непринужденно. Но наши технологи часто спрашивают, а возьмет ли алмаз, к примеру, каленую сталь? Ответ – да. Алмазу все равно. Деталь твердостью 60-65 единиц по Роквеллу или совсем не каленая. То есть, если деталь даже звенит как стекло и не берется напильником, она успешно выглаживается. Конечно, упрочнить такой металл мы уже не сможем. Он и так закален до предела. Но снизить его шероховатость до невероятного зеркала да вообще запросто. Однако есть один популярный в машиностроении металл, которому алмаз лучше и вовсе вообще не подносить. Да, я говорю про серый чугун. Это наш криптонит. Из-за хрупких включений чешуйчатого графита чугун не течет, он крошится и выкрашивается под огромным давлением алмаза, разрушая саму поверхность. Также забудьте про детали со шпоночными пазами или отверстиями на пути инструмента. Удар о край паза мгновенно расколет ваш алмаз. Поэтому мы работаем только со сплошными поверхностями. И эти поверхности нужно гармонично подготовить. Алмаз не исправит грубую ошибку токаря. Если поверхность после чернового резца похожа на распаханное поле, к примеру, RA превышает 6 микрометров, алмазу просто не хватит объема впадин, чтобы вмять туда все гребешки. Идеальная заготовка перед выглаживанием должна пройти чистовое точение шероховатостью примерно RA, порядка 3 микрон. И когда алмаз проходит по такой подготовленной базе, профиль меняется просто до неузнаваемости. Посмотрите на профилеграмму. После резца или шлифовки профиль металла – это лес таких острых выступов и впадин. После алмазного выглаживания острые пики исчезают, образуются широкие пологие плато с редкими впадинами. Опорная площадь поверхности возрастает в среднем на 15% после шлифования, а после выглаживания до фантастических 70-80%. И именно это изменение геометрии рельефа дает детали первую суперспособность – невероятную износостойкость. Когда выглаженная деталь начинает работать в паре трения, ей практически не нужна какая-то приработка. Гладкие плато не сцепляются с ответной деталью, они просто скользят. Испытания роликов показывают износ выглаженных деталей в 1,5-3 раза меньше, чем у отшлифованных. Деталь служит годами. Но в реальных механизмах врагов больше, чем просто трение. Как насчет изгибающих нагрузок? Помните наш корсет из сжимающих напряжений? Когда вал крутится под нагрузкой, он постоянно изгибается. Обычный вал рано или поздно просто лопнет от микротрещин. Выглаженный вал, благодаря плотной структуре и сжатию на поверхности, имеет предел выносливости на 20-40% выше. Трещине просто негде зарождаться. Мы победили трение, и мы победили усталость. Остался третий всадник апокалипсиса для металла. Коррозия. Ржавчина обожает острые впадины и рыхлую структуру. Там скапливается влага и агрессивные соли. Алмазное выглаживание, закупоривая микропоры и сглаживая профиль, лишает коррозию шанса зацепиться за металл. Детали после выглаживания выдерживают в солевом тумане на десятки процентов дольше, чем полированные. Все это звучит как сказка. Но за все нужно платить. Что происходит с размером детали при таком давлении? Металл сминается, а значит и наружный диаметр вала неизбежно уменьшится. А внутренний диаметр отверстия увеличится. Это естественно. Но насколько? Ровно на величину смятых неровностей. Обычно это микроны от 1 до 5. Это нужно заранее закладывать в припуск. Но хитрые технологи поняли, что эту особенность усадки можно использовать не как баг, а как, говорят молодежь, как фичу. Если зажать алмаз абсолютно жестко и дать натяг, вы сможете исправить форму детали. Была деталь немного овальная или шла на конус, после неточной проточки жесткий кристалл, придавив выступающие части сильнее, а впадины слабее, и ваша овальность уменьшится уже практически на 50%. То есть, как говорят в производстве, можно откалибровать деталь.
Где же в реальной индустрии эта магия нашла свое применение? Все правильно. Авиация и автомобилестроение. Штоки амортизаторов, поршневые пальцы, сальниковые шейки валов, те места, где малейшая утечка масла из-за царапины ведет к аварии и разрушению полностью всего узла. Там, где шлифовка оставляет микроскопические задиры, режущие резину сальника, алмаз делает поверхность безопасной и скользкой, как стекло. Но есть область, где счет идет даже не на микроны, а на доли микронов. Инструментальное производство. Гладкие калибры для проверки размеров. Раньше их долго и мучительно притирали вручную абразивными пастами. Внедрение алмазного выглаживания позволило получить зеркальные калибры с идеальным размером прямо из-под резца. Абразивные частицы больше не шаражируют поверхность калибра, и он служит в 2-3 раза дольше. И тут возникает резонный вопрос. А выгодно ли это вообще? Экономика феноменальна. Представьте, токарь выточил вал, раньше он снимал деталь, нес в другой цех на круглый шлифовальный станок, потом на полировку или на шлифовку, потом на полировку. Теперь он просто поворачивает растедержку, подводит алмазный дентер и через 30 секунд снимает готовую, суперпрочную, суперзеркальную деталь с идеальной шероховатостью. Феноменально. Трудоемкость падает в 2-4 раза. Себестоимость копеечная. Алмаз окупает себя тысячекратно. И это подводит нас к главному выводу. Алмазное выглаживание — это не просто операция, это элегантная философия инженерии, где мы перестаем бороться с металлом, срезая его слои. Мы заставляем его трансформироваться, раскрывая свои лучшие свойства под давлением самого совершенного кристалла в природе. Спасибо вам за внимание, коллеги. Ставьте лайки, если понравилось, дизлайки, если не понравилось. Переходите на мой Бусти. И всем добра. Пока-пока.